Всем привет! Все сказанное в данном ролике является фантазией автора и не имеет отношения к текущей трехмерной реальности. Я просто что-то сочиняю. Предыдущие ролики я, разумеется, убрала, и надеюсь, нет вопросов почему. Есть немного каналов, на которые я иногда захожу, их всего может быть 15 до 20. И четверо из них, уже встретили такие события, что это не если, это когда. Я подумала, на что готова, на что не готова, и я пока отхожу от тех тем. Я благодарна всем, около 400 человек вместе с Телеграмом, кто все-таки успел это посмотреть. Если вы смелы, если хотите что-то вложить в эту тему, то просто распространяйте ее. О причинах происходящего я сказочно расскажу. Я сейчас сказку сочиняю, что есть секретный план, суперсекретный, такой секретный, что его обсуждают уже 100 лет как, о том, что один город отправится под землю за грехи человечества, там Всевышний накажет. Я это в таком формате прочла. Судя по тому, что происходит и в каких местах наблюдаете, это может произойти скоро. Это будет поводом кого-то обвинить, чтобы на кого-то напасть, понимаете. Кстати, по числу 55 мне прислали ролик корейский, я его сейчас где-то затеряла во вкладках. Можете его найти где-то, клип 55 называется. Разумеется, там в конце что-то сверху падало, горячие железные птицы. Разумеется, он был за 55 дней до ночи со 2 на 3 мая. Вы знаете, что там произошло. Я еще добавлю совпадение. Сам город, сама столица Федерации находится на широте и долготе 55 и 37. Почему-то 55 проходит вот такой ниткой, и это еще не все. 55 и 37 это рост 2 статуй Будды, разрушенных Игилом в метрах. 2 огромные статуи, считается Будды, может быть кого-то другого, имели рост 37 и 55. Не знаю, если это просто совпало. И еще мысль: блудница в багрянице на звере багряном. Красные флаги были только у СССР и Китая. А многоголовость, может быть, означала республики. А составляли тексты в США. Следуя из контекста. Шучу. Я еще не копала, почему Вавилонская, во-первых. Какая реальная древность текста и на каком языке, потому что некоторые апокрифы были написаны, судя по всему, для носителей греческого. Да, итак, про блудницу на звере багряном. Наверное, это экономика. И у меня плохая новость: у экономики нет будущего. В смысле? Да, мы едем в поезде, который несет и которым никто не управляет. Что такое будущее? Это когда на основе прошлого ты вот здесь ударился, туда не ходи, здесь колючка плохая, здесь листочек хороший, рана заживет. Вот это опыт. От этого кокоса болит живот, от этого ананаса все в порядке. У мировой экономики при всех попытках нет удачного опыта, как справиться с обязательными кризисами. Представьте себе, то есть мы несемся куда-то, кризисы обязательно происходят, и пузыри надо схлопывать, и это всегда отражается на бедных странах. Кто не защищен обычно, тот будет в это время не защищеннее остальных. Так происходят и войны. Такая печальная действительность, и середина лета, я повторяю, приближается, это такие неизбежные вещи. Сильные мира сего просто не хотят объявить, это стрёмно такое сказать, что они не справляются, они не знают как. И никто не знает. А почему кризисы обязательны?
Почему кризисы обязательны? Я нашла такое упрощенное объяснение, которое мне по многим причинам не понравилось. Что когда начинается производство, капиталистическое производство, то люди выпускают слишком много товаров. И вот там, где момент развития, все классно, и кажется, так будет всегда. Однажды товаров становится больше, чем покупателей, и так и получилась однажды Великая депрессия в 20-х. И как ее последствие Вторая мировая война. Считается, что до этого кризиса можно было переждать. Ну, подумаешь, кризис перетерпится. Именно Великая депрессия показала, вот затяжная больше 10 лет, она показала, что кризисы не бывают локальными, это всегда мировые вещи. Планета один организм. Они не бывают локальными, и их нельзя пускать на самотек, это будет так, как было тогда и там. Считается, вот именно тогда проблема не разрешилась сама. А тут, конечно, можно и следует возразить, но перед этим ведь была революция 17-го, вообще-то масштабное событие, да, какую страну перекувыркнула и какая была разруха, и долго была. Потом, что было, Первая мировая была, тоже серьезно весьма. Так что нельзя сказать, что именно Великая депрессия стала какой-то переломной точкой, где начали думать. Ну, может, думать начали тогда. Затем мы не ощутили два кризиса. Наши предки в 70-х или мы в 2008-м. Тогда обанкротилась Греция в 2008 году, а в 70-х что-то там с долларом. Я пока разбираюсь, я все жду, когда кто-то объяснит на кружочках и квадратах, как это работает. Порой в тихое время происходили кризисы, точнее все вело к тому, которые мир не замечал, но потом происходили их последствия, как развал Союза. Или в 91-м, или банкротство Греции в 2008-м. А там что-то еще было в том году. Короче, мировая экономика куда-то скакуном несется. Она не умеет это останавливать, не хочет объявить о том, что есть проблема, поэтому чем признавать себя открыто незнающими, виноватыми, проще сделать какую-нибудь, я не знаю, вы сами видели, когда с неба падают железные птицы. Проще сделать так, проще, чтобы кто-то был исполнителем этих заказов и стал дежурным пугалом. Честно вам скажу, объяснение, что происходит слишком много производства и нету покупателей, поэтому кризис, оно у меня вызывает вопросы. Сильно много вопросов. Зачем Советский Союз на протяжении всей истории делал искусственный дефицит? Помните черно-белый фильм, там где там ярмарка была, там на тележках соревнования было, колхозы там. И мне говорили, что вот то, что ты видишь, луки висят, колбасы, там платки, это была роскошь, это нам показывали как сказку, у нас такого вообще не было. Никогда. Знаю рассказ от женщины, которая по работе мужа была за границей, что она там доставала отрезы ткани, вещи, и когда она бывала дома или на вокзале, то на нее нападали, к ней подбегали и спрашивали, а где вы это купили? То есть СССР начался вот с такого, СССР из такого, по сути, не вылазило. Вы можете повспоминать рассказы, как доставали отрез ткани, как его красили, как вязали, потому что с этим был дефицит, он был всегда. Если вопрос в потребителе, в том, чтобы человек купил излишки, то зачем делать специальные дефициты? Почему рабочие места массово перебежали в Азию? Все это спокойно так восприняли, как само собой потенциальные покупатели вот этого всего, и большого, и машин, допустим, лишились работы.
Тут непонятно, на большом уровне мы не видим, чтобы кто-то с этим боролся. От слова совсем. Здесь что-то не клеится в этой версии. Если у вас есть мысли, может кто-то из вас объяснит на простых схемах. А как вам вообще такая теория кризиса, что происходит перепроизводство и поэтому случается? Но оно объяснило бы, почему могут быть войны. Вот, допустим, шахту засыпало, угольную или нефтяную, все. Заводы позакрывали, минус конкурент. И вот так одну точку устранишь, одну большую точку, именно точки развития, все будет в порядке. То есть именно точки развития могут быть проблемой. И это должны быть те точки, где относительно безобидно что-либо делать. Такой точкой может стать, да, и город 5537. Такой точкой может быть любая страна, которая сильно хочет что-то производить, но почему-то не может это защитить. В общем, такие мысли на сегодня. Тяжело быть в теме, в которой я никогда не разбирался, а отворачиваться от нее не получится. Обязательные кризисы происходят снова. Всегда бьет именно по незащищенным. Никто не знает пока что делать. Пишите комментарии. Этот ролик, я надеюсь, я все-таки продержу. Я его оставлю. Середина лета приближается. Там будет следующий рубеж, следующий переломный момент экономики. И дальше примерно вот может быть то, что обычно бывает. Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч.